Ну вот, время уже почти без 26. Темнеет. Завершена установка печки. Палатка вся на растяжках. Вот в этот раз я сделал вот так вот. Труба без насадки, прямоход, прямоток. Тут вот так. Это асбестовая ткань. Дополнительно, чтобы вот это вот не обгорело. То, что палатка, собственно. Вот. Печка стоит на деревяшку. Там копить вода. Сейчас буду растапливать. Тут всякие вещи лежат. Вот там продукты лежат, а еще ничего. Вот, то есть последовательность такая. Сначала костер. Костер он горит. Но это я займусь чуть попозже, туда добавлением туда сосны. Вон видно, как протавит, там под костром. Да, там еще таять. Вот эти бревна, они по сути будут выполнять роль настила. Начинает холодать так конкретно. Потому что сегодня вообще было не очень холодно. Вот. А сейчас что-то начинает холодать. Стоит чай. Вот это вот для печки пойдет. Сейчас я его подщипаю. Уже темно. Но я сделал многие полезные дела. Видно, что костер уже дотаял до земли. Растопил снег вот в этом вот резервуаре. Темно, с налобным фонарем. Есть у меня еще и ручной фонарь. Потом его задействую. Там 6 литров воды. Сейчас буду делать чай. Готовить, наверное, сейчас ничего не буду. Поел сушек немножко. Особо не хочется. Много физических усилий. Там палатка. Все там хорошо. Работает печь. Там тепло, хорошо. Только вот отсырели у меня ноги немного. Но поскольку у меня сапоги, надо принимать меры, чтобы туда снег не попадал. Не всегда это получается. Впредь надо учитывать. Но у меня есть сменные вкладыши, сменные стельки. Все есть сменное. Я сменю. Вот. И буду в тепле находиться. Вот эта пилилка-то набоем. Вот эти вот хорошие сосновые полежки. Костер дошел до земли. Как бы устаканился, горит. Вода сейчас закипит, я сделаю чай. Ну, залью, чтобы было что пить ночью или утром там. Потом заготовлю дров на завтра.
мелких для печки. Несколько штучек. Растопку, там все вот это сделаю. Ну и буду готовить. Значит, спальное место себе. Спальное место буду готовить. Вот там вот на спальнике, ну вот на этом зеленом коврике раздую терморестовский ковер. Спальник разверну. И буду готовиться ко сну. Радио я не брал для экономии веса. И так тяжеловато. Но зато брал пилу. Хотел даже топор взять, но понял, что, в общем-то, он был бы тут ни к чему. Обхожусь пилами. Вот там у меня заготовлена сосновая такая сухая палка. В общем, все хорошо, все успел. Но, конечно, труда много, времени много это занимает. На один день, в общем, ехать смысла нет. Вот сейчас праздники, 2 дня. И это самое то. А на один день ехать смысла я не вижу. Красиво так подсвечивается снег. Но это я на максимуме налобный фонарь сейчас делаю. А ручной фонарь, он... Где он у меня? Вот он. Вот такой. Вот такой. Это на максимуме. Ну, прикольно так. Довольно далеко освещает лес. И палатку. Что-то там падает. Ну, лучше все красивее получается вот так. Мощно, мощно. Оп. Видно, что он похолоднее, чем налобный, ну и намного сильней. 10 вечера. Вот такая вот яма образовалась. Сжег я достаточно много толстых дров. Ну и растаял снег. Даже скорее испарился, что воды нет. Видно, там пепел такой. Достаточно пушистый. Не получается навестись. Ну, неважно. Вот, береза, это, конечно, для зимы не очень топливо, но что делать? Тут полно березы сырой. А некоторые так бревна были вообще такие, как губка. Потому что когда они мороженые, не поймешь. Но все можно разжечь. Дважды заварил чай. В палатке тепло, сейчас пойду греться туда. Печь работает. Пилу сушу. Почистил ее. Сегодня уже пилить ничего не буду. Вот она. Без этой пилы, конечно, я бы вряд ли такой костер устроил. Потому что я спилил тут изрядное количество
этих берез гнилых. Вон еще на завтра там есть фронт работ. Тут вот стоит, кстати, сосна. Непонятно, насколько она сухая. Ну, сосна смоленистая. Веток на ней нет. Верхушки тоже. Может, тоже спилю, посмотрю. А так, конечно, с дровами тут не очень хорошо. Мало сухих сосен. Вот я одну нашел, там внизу вот лежат. Ну и что можно заключить? Главное, это костер. Это самое долгое, нудное мероприятие, сложное. Печь, палатка, это все побыстрее делать. Сейчас -3, кстати, градуса, 10 часов вечера. Завтра будет тут уже разводить костер намного проще, потому что просто земля, да еще такая прогретая, подсушенная будет. Все вокруг замерзнет, будет лед, видно, вот так от излучения он испаряется. Вот. Масштаб костра должен быть достаточный. Какие-то маленькие костерки, собрать веточки, палочки, некоторые вот так советуют. Это может быть летом, чтобы что-то разогреть, там консервную банку. Не знаю, может что-то вскипятить, доширак там сварить, но не для зимы. Зимой нужно толстые бревна, много, чтобы это все горело, чтобы был жар. Потому что все холодное, снежное, надо, чтобы это все испарялось, то есть мощный костер. Вот, тут тоже я березку-то спилил. Завтра буду заниматься, может, треногу сделаю, может, еще какие изделия. Лес такой, никого нет, и это хорошо. Вряд ли кто сюда сунется, потому что там по колено, а то и выше снега, еле прошел я сюда. Думаю, никто меня не побеспокоит. Ну, может, на снегоходе. Надеюсь, этого не будет. Зачем? Какой смысл? Хотя все бывает. Ой, чуть не провалился в костер. Вот так вот. О, подтаяло там. Я наступил. Хорошо, хоть не кипяток. Потому что вот стоит котелок. Сверху чай. А там... Ну, греется он, чтобы не замерз. Воду на ночь буду выливать, конечно же, потому что -3. Вот здесь у меня чай. Сейчас перекушу еще немного и буду заниматься заменой вкладышей в сапоги. Может, эти посушу. В общем, тут еще кое-какие дела есть. А потом буду спать. Часов в 11, 11:30. Посмотрим, температура какая в печи. Вот, температура подостыла. Всего-то, вон, 100 там с небольшим градусом на грани. На грани. Вон там огонь. Сейчас посмотрим, как выглядит огонь. Что там? О, почти все прогорело. Ну что ж. Кладем вот такую. Еще. Больше сегодня не буду подкладывать. Этого достаточно. Оп. Все. Сейчас оно тут раскочегарится. Я буду сидеть, греться. Вот все вещи. Там продукты, то все. Пила. Подсохнет сейчас немного. У меня керосин есть, конечно, можно керосином его смазать. Взял с собой немного керосина, миллилитров 15, наверное. Ну, думаю, может, если совсем будет край, буду разводить костер. Но нет, все на бересте. Вон береста. В общем, в палатке тепло, хотя она открыта. Когда печь, не нужно закрывать полностью палатку, потому что будет угарно тут. Потому что все равно что-то идет из нее. Лучше, чтобы приоткрыта была. Там будет тепло по-любому.
Утро 24 февраля 2024 года. Переночевал я. Вот мое лежбище. Как замерзли вкладыши. Буду дальше сушить. Вчера не досушил. Ой. То же самое и со стельками. Но, к счастью, у меня есть сменные, так что я в тепле. Вот. Такой вот вид. Утро 24 февраля. А костер я вот собрал угольки, и там даже дымится что-то. Сейчас разгорится. Пока он будет тут разгораться, я пойду спилю что-нибудь еще. Всю ночь он тлел, все это сгорело. Вон они, пеньки. То есть вот эту я спилил, вот эту. Вот это. Вот там вот еще. Там хорошая лежит сосна. Пойдем посмотрим. О! Опа. О как. Силки. Ох, тут снега дофига. Буду сейчас меры принимать, чтобы мне в сапоги снег не насыпался. То вчера попал снег, и отсырели вкладыши. Вон. Это сосна. Она довольно здоровая. И ветки на ней есть. А нет ли здесь еще сосен каких? А вон, кстати, там пень. Но это уже очень толстый. Вот. Срез. Вот такие бревна дают хороший огонь. Очень. А вот это вот береза. Ну так. Конечно, она горит, но не лучшим образом. Потому что они всегда сырые внутри там. Ай, ветки. Вот ветки. Ночью, кстати, было холодно. Холодно очень. Минус 5 или 6. Я что-то задубел. Все-таки спальник у меня легкий. Думал, брать серьезный спальник, не брать. Вроде прогноз погоды такой мягкий. Минус 3. Что-то такое. А там минус 6. Я думаю, что-то холодно как. Да. Ну ничего, переночевал. Да, буду думать. О! А вот там-то что у нас такое? Это тоже, походу, какая-то хвойная. Вот это вот. Похоже, да. Это очень хорошо. Тебе, может, и береза просто под снегом. Не понять. Не понять. Это все тут натянуто. В общем, сейчас
Надо костер разводить в первую очередь. Вот такая вот история с географией. Одному, конечно, тяжело в зимнем походе. Много сил надо, снаряжение хорошее. Но зато интересно. Вот так вот. Вот эту, может, сожгу. Вчера пилил. Вот пополам сейчас ее распилю, да в костер, чтобы давала огонь. А потом посмотрим, что еще туда закладывать. Особо глубоко в снега не хочу уходить. Там вот вижу. Ну и вот это вот дерево по центру. Не знаю, сухое ли оно. Вот в чем вопрос. Да, непростое дело. Сейчас вчера так я умучился. Опа. Вот и все. Ну да, отпилил очередную корягу. Теперь ее надо вытащить отсюда. Ну что ж, отпилим вот здесь вот где-то, наверное. Так. Ну, может еще вот тут вот. Вот так. Горит костер. Дым. Сушатся тут всякие вещи, перчатки, носки, вкладыши, стельки. Вот, кстати, стельки войлочные, они, конечно, теплые, хорошие, но очень сложно они сохнут. Вот стелек хороших я пока не нашел.
общий вид вот такой. Видно, какую же яму костер выгрыз вокруг себя. И будет она расширяться. Все это за счет излучения. Воды нет, как можно увидеть. Земля сухая там. Ну, где-то вот здесь вот размораживается, она чуть-чуть влажная, но в принципе не хлюпает, ничего не течет. Поэтому костер можно жечь спокойно. И вот видно, как вытаивает за счет излучения. Скоро уже до моего сидения дойдет. Вот там вот, где видно, что вот так вот снег тает, там, значит, жар еще есть. Или вот такой вот. Вот пепел летит, видно, на какое расстояние. Дым в сторону палатки идет. Еще мне надо заготавливать дрова для печки. Но это я вот, скорее всего, туда проложу путь, вот к этой вот сушине. И заготовлю. Сегодня у меня амбициозные планы. Гречку хочу приготовить. Да не просто так. У меня там мидии есть. Лук. Ты можешь сделать шикарное супер блюдо. Очень сытное и очень вкусное. С перцем красным. Дрова еще есть, я там напилил. Все-таки катана-бой в зимнем походе очень практичная пила. У нее ручка вот эта вот длинная. Это очень удобно. Потому что есть еще пила такая, называется Генки Тимагари 500. Тоже очень интересная пила. Она легкая. Я когда вот выбирал большую пилу, я думал, какую ж мне купить. 650-й катана-бой, либо Генки Тимагари 500. Ну, подумал так. У меня Big Boy есть 360. 500, 360, разница небольшая. Конечно, хотелось бы побольше разницу. Ну и потом, то, что она короткая, это, конечно, плюс, она легче. Она меньше килограмма весит. Это самая легкая из 500 миллиметровых пил. Легче, чем 500 миллиметровый катана-бой. Но вот отсутствие этой ручки, это также и минус. Потому что вот здесь вот в снегах хорошо иметь дистанцию некую от бревна. Вот. Ну и ухват, конечно, за такую ручку длинную эффективней. Но вес. Ну что, килограмм с небольшим весит этот катана-бой. Можно, как опыт показывает, вот я один, далеко не самый здоровый, сильный человек, но притащил и печь, и лопату, и спальник, и палатку, и котелки, и еду, и павербанк, и фонари, и ножи, и мачете, и там все что угодно, и в том числе и катана-бой. Так что брать можно. А уж если речь про водный поход идет, то, само собой, всякие завалы там распиливать лучше с дистанции. Вот. Тут у нас... Так, сейчас будем думать, что покушать. Что-то в голову ничего не приходит пока. Сушки, может, опять поесть. Вчера 2 раза в день ел. С утра гречку поел, а вечером сушки. Вот диета. Экономная, здоровая, ничего лишнего. Ну и физический труд. Надо организм свой труду подвергать. Пилить. Хорошо топор не взял. Рубить тут вроде как нечего. Ну, можно было бы, конечно, кое-что порубить. Но смысла не вижу. Вот. Еще одна ночь предстоит. Эта ночь была холодная.
-6 я не рассчитывал. Ну ничего, в спальнике в этом переночевал. Интересно. Зато с утра тут буду весь день здесь отдыхать. Ну как отдыхать? Морально, а физически трудиться. О как. 3 теперь. Все вот мечтаю о термосе Зашируши, но пока что-то как не приобрел. Это термос Арктика. Тоже очень неплохой. Вода из снега топленого. Попали туда, видимо, хвой какая-то, там кора. Такой привкус. У чая. Вчера заваривал, еще теплый. А уж время-то 1 час. Держит тепло. Ну, конечно, Зашируш, наверное, получше держит, но что делать? Вот расскажу я вам, друзья, про фонари. Какие у меня есть фонари. Вообще у меня было много фонарей. Было у меня много разных фонарей, таких и сяких. Но со временем пришел я к такой комбинации. Вот налобный фонарь. Называется он HS10, сафирн. Такой вот маленький фонарик. 1000 люменов, по-моему, на максимуме он дает. Батарейка там 16340. Очень удобный фонарь. Он легкий. У него только один ремень. Вот такого нет, я вот это не люблю. Ну и что про него сказать? Регулируется и ступенчато, и плавно, по-всякому. Вот. Батарейки у меня есть для него запасные. Правда, не очень хорошие батареи. Надо было в Акцел покупать какие-нибудь. Вот. У меня вот такие вот. То есть, если вдруг случится, что фонарик потухнет, то я могу вставить вот такие батарейки 16340. И есть такие же неперезаряжаемые такого же габарита батарейки. Их тоже можно использовать в фонаре в крайнем случае. Вот. Фонарь недорогой, очень качественный. В общем, можно только хорошее о нем сказать. Другой фонарь это SP33S, тоже сафирн. Это уже помощнее фонарь. Он ручной, в нем батарейка 36650, большая такая, толстая батарея. Вот, в нем есть возможность его заряжать и от него тоже что-то заряжать. Режимы там всякие разнообразные, андурила нет, но и не нужно. В общем-то, я его использую либо в режиме, вот как сейчас, когда можно включить. Вот, держу, и он убывает. Либо я его использую в режиме блокировки, когда свет идет только когда кнопочка нажата.
Это тоже в некоторых случаях удобно. Он не особо большой, не тяжелый, при этом очень яркий. Именно вот как ручной фонарь, считаю, один из идеальнейших фонарей. Очень емкий аккумулятор. Если вот эта вот батарея 36650 качественная, то она обеспечивает работу фонаря на долгое время. Вот такие вот фонари. Ну, вполне они мне достаточно для работы по лагерю, для того, чтобы пойти что-то отпилить, перепилить. Подсветить где-то что-то. В общем, фонарики очень хорошие. Сафир обладает хорошим соотношением цена-качество. Они не особо дорогие, при этом достаточно хорошего качества. Вот сушу. Уже практически все просохло. Вот так возникает вопрос. Зимний поход без костра. Это рискованное мероприятие. Потому что зимой мы находимся, по сути, среди воды. Потому что снег до тех пор, пока не прикоснулся к нам. А как он прикоснулся к нам, он стал водой. И мы отсыреваем. Вот у меня сейчас вот мокрые коленки, потому что я где-то там упирался. Отсырели вчера у меня вкладыши, потому что я по глупости своей плохо затянул вот эти вот затяжки. А их надо затягивать как можно лучше. И снег немножко туда попал. Вот. В результате к вечеру уже там хлюпало, можно сказать. Потому что стельки-то войлочные. Они такие, влагу впитывают. Вот. Ну, я эту ситуацию предвидел. Поэтому я взял с собой другие вкладыши, стельки, там все. А эти вытащил просто. Вчера посушил. Ну и вот сегодня продолжаю сушить. Какие сейчас планы? Я позавтракал, поел сушкин. Опять же, со сливочным маслом поел. Попил чай. Отпилил несколько бревен пилой. Вот до чего хороша пила. Конечно, может быть и меньшей пилой я бы мог отпилить, но это потребовало бы затраты времени и сил. В общем, пила прекрасно. Ну так вот, сейчас я поставил воду. Разрядился у меня мой основной телефон. Причем внезапно так я что-то рассказывал. Но подхожу, а он и разрядился. А снимал я с помощью вот такого устройства. Штатив такой импровизированный. Очень удобная, кстати, штучка. Можно ее куда угодно закрепить, прицепить. О, почти по колено протаяло. Снега-то. Вон. Эти уже высохли практически полностью, да. Носки тоже. То есть процедура эта возможно только с использованием костра. Здесь вода. Один раз я уже дополнял снег. Вот закипит, буду гречку потом делать. Кстати, вот эти вкладыши, они сейчас в вывернутом состоянии, потому что вот это вот, у них какая-то есть прослойка, в общем, внутри плохо сохнет. Хуже всего сохнут стельки. Стельки, ну, тоже высохнут. То есть, если идти в зимний поход, надо иметь комплект. А лучше несколько. Вкладыши в сапоги. Сами сапоги, они не отсыревают, не замерзают.
общем, это идеальная обувь для таких условий, потому что, вот, если посмотреть, на сапогах вода. Были бы это какие-то ботинки, самые наилучшие, они все отсырели, с утра задубели, и, в общем, было плохо. Эвы сапоги — это решение идеальное. Ну, конечно, для очень сильных морозов, может, конечно, какие-то и другие варианты. Но можно Эвы сапоги, скажем, с толстым вкладышем, то есть на много размеров больше. Там хорошая это стелька, вкладыши какие-нибудь особо теплые, меховые там, или, не знаю, какие-то несколько слоев флиса. В общем, ну, наружный, вот как наружный слой идеально. Они от мороза не дубеют, ничего. Тут у меня уже такая дорожка образовалась. О, какая. Вот тут спилено дерево. Тут я его разделывал. Опа. И здесь мощная лесопилка. Вот спилено тоже дерево. Я уже тут из него сколько? Раз, два, три. А тут вот еще. Но это ближе к вечеру. Можно посмотреть, как оставляет какой след катана-бой. Конечно, погрубее такой, но тоже. Вот. Ветки на печку пойдут. Главное... О, как. Надо протаптывать сначала вокруг бревна. Потом туда уже вступать. Чтобы не провалиться разом очень глубоко. Вот так. Опа. Опа. Снег тут глубокий. По колено, то и больше. Там вот, конечно, какой-то пень здоровый есть. И вот там есть, во-первых, есть еще одна береза. Но этого добра тут хватает. И вот что вот там дальше? Походу, это сосновый. Попробовать пройти туда, что ли? Ух. Пробиться через снега. Вот. Больше, чем по колено снег. Протаптываю. Протаптываю все дорожку. Чтобы не проваливаться резко в снег. Во-первых, что вот с этим? Ну, это, конечно, можно и раскачать, но лучше спилить. Дальше идем. Да, это сосна. Это сосна. Ну, в принципе, я не знаю, может, мне того бревна хватит. Но так разведать тут предварительно обстановку можно. Главное добраться до этой сосны. Глубокий снег. Идем. Опа. Да, по колено и то и больше. Наст. Все тут слои. То такая погода была, то сякая. Ох, да. Это сосна. Но в каком она, интересном состоянии? Так по виду она гниловатенькая.
Посмотрим. Ух, ё. Да, сосна не особо-то хорошая, но если придется тут задержаться, то любая сосна это плюс. Вот там вот есть. Получится попасть. Опа, попал. А там есть еще пень. Еще. В общем, тут и тут. Теперь будем выбираться обратно. Взад. Выбираться. Опа. И вот еще дятел тут пробил. Да, какой глубокий снег. Дятел пробил. Продолбил. Долба дятел. Ой-ой, какой долба дятел. Ничего, вроде туда снег мне не запал. Вот почему надо так делать. Березы тут есть. Вот. В общем, остановимся-ка мы вот на вот этом бревне. Его будем мельчить. Буду продвигаться туда, в ту сторону. Ветки отламывать, бревно перепиливать. Такая вот будет у меня работа. Готовиться надо к лесоповалу, чтобы морально и физически. Потому что лесоповал, походу, не избежать. Ну что делать? Наша судьба. Вот. Палатка, конечно, немножко кривовато стоит. О, вот это вот мне не нравится ситуация. Это же спальник. А он к мокрый тут прикасается. Пускай не прикасается особо. Опа. Ну, идем обратно к костру. Идем. Вот 10 минут ушло непонятно куда. На всякие досужие рассуждения.